Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы находимся на уборке винограда Каберне Савиньон в поселке Мысхака, недалеко от города Новороссийск. Позади меня идет уборка и находятся виноградники. Впереди море города Новороссийска, бухта, портовый город. Здесь располагаются виноградники хозяйства Мысхака, и мы заложили опыт весной по внесению листового питания в различные фазы. Как это происходило, я хочу вам показать. Поехали! Сегодня мы на винограднике в Мысхака. Будем закладывать опыт с листовыми подкормками в пестицидную обработку винограда. Будут обработки с применением фунгицида и инсектицида. И первая подкормка, которая будет произведена в фазу перед цветением, будет проводиться маркой Aqualis 134013. Далее мы внесем уже после цветения равновесную марку. И перед сбором урожая, перед уборкой за определенное время будет внесена калийная марка, чтобы поднять уровень сахара, поднять качество, выполненность винограда, дать дополнительное питание микроэлементами. Сейчас сделаем предварительно замеры N-тестером и посмотрим уровень брикса в молодых листьях винограда. Для формировки виноградника натягивается проволока, забивается колья. Вот видно то, что многие колья заменены на новые, старые удалены. Натянута проволока, подвязан виноград. Можно посмотреть то, что ствол достаточно свободный, чтобы была продуваемость. Это агротехнический прием для борьбы с болезнями. Вот такие вот колья используют для формировки и установки виноградника. Вот на склоне. Вот это вот новые колы, колья, колы. Дерево использует граб. А вот эти уже отработанные. Вот уже их погода, природа, земля износила. Это тоже все складируется, как говорит агроном, находится на балансе, утилизируется, продается. Ну, на баню, наверное, кому-то пойдет. Или еще куда-то. Вот такие показания N-тестера на общем фоне сейчас на участке, где мы проводим обследование и перед закладкой. Далее будем анализировать после обработок, после каждой обработки, какие показания, как изменяются. Почвы виноградники каменистые, можно вот посмотреть, сколько много камней. Одни камни, можно сказать. Вот на таких почвах растет виноградник Мысхака. А здесь заложен молодой виноград. Молодой виноградник. Вот виноград уже растет. Так сказать, молодое поколение. Вот эта вся часть засажена новым виноградом. Вот так происходит загрузка в опрыскиватель уже с растворного узла, с растворной бочки, где препараты уже все смешались. Сейчас заправим в опрыскиватель и отправимся уже обрабатывать.
хотел бы показать, какая здесь красота, как растут виноградники здесь на склонах. Вот видно горы, низкие облака, природа. Ну вот и закончились обработки. Мы заложили опыт с листовыми подкормками. Отправляемся домой. В ближайшее время здесь будут еще обработки и листовые подкормки. Все будем сравнивать со схемой хозяйства, и уборка покажет, насколько наша схема эффективная. Добрый день, друзья, коллеги, те, кто смотрит мой канал, кто следит за нашими выпусками. Я хочу рассказать о сегодняшнем моем визите на опытное поле, точнее не на поле, а на опытный участок, карту на винограднике в поселке Мысхака. Вот за моей спиной бухта Новороссийска, порт и многоэтажки, которые видны с этого виноградника. Виноградник находится в тесном соседстве с городом. Город потихонечку отвоевывает территории, но в целом здесь выращивают виноград как белых, так и красных сортов. У нас опыт конкретно заложен на красном сорте. И еще хочу я вам сейчас показать, как выглядит опытная карта, там, где мы будем проводить учет по урожайности винограда. Здесь весной я наблюдал за тем, как рос виноград, и он был достаточно небольшой высоты относительно земли. Сейчас он уже подрос, и ребята уже устанавливают столбы, где будет потом натянута проволока, по которой подвяжется данный виноград. Здесь виноград посажен по схеме 3 на 1, это 3 междурядья и 1 метр между каждым кустом. Мы отметили для учета 16 кустов, где будем проводить сбор винограда, взвешивание его, и уже непосредственно с каждого куста возьмем по определенному количеству кистей, которые тоже разберем. И если на листовых подкормках средние различия между вариантами, возьмем 10-15 гроздей на контроле и 10-15 гроздей на варианте, сделаем подсчет и уже посмотрим, как отличаются, как прошло цветение, как сформировались ягоды, какой они вес имеют, каждая гроздь. Ну, все эти показатели потом уже сведем и подведем итоги, за счет чего увеличилась или не увеличилась урожайность на данном варианте, на контроле и на опыте. Ну вот вы и увидели, как происходит обработка винограда по вегетации. Было внесение листового питания, было внесение и средств защиты от болезней и вредителей. Вот. Сейчас мы провели уборку, отобрали грозди с определенных, отмеченных ранее в начале сезона кустов. Они были полностью сформированы по нагрузке, чтобы не было предвзятости к тому или иному варианту. И по каждому ряду был срезан один пролет. На одном пролете было где-то в среднем 5 кустов. С этих кустов были посчитаны грозди, на которые мы повлиять, к сожалению, не могли. А на вес винограда с этих кустов уже мы смогли повлиять, и по итогам уборки получили следующие результаты. На варианте, там, где применялось листовое питание по схеме хозяйства, получили урожайность 9 тонн 34 килограмма. На варианте, там, где применялось листовое питание, это 3 обработки марками Аквалис, мы получили 9 тонн 633 килограмма. Замерили уровень Брикса, это содержание сахара в виноградном соке. Вот. В среднем, да, получается 26 единиц уровень сахара и на опытном варианте, и на варианте, там, где применялась схема хозяйства.
целом показатели такие. Ну, прибавка в 6 центнеров нас, в принципе, устраивает. Это прибавка, которая, в принципе, показывает что листовое питание работает. И на следующий год, возможно, также будем закладывать опыты по листовому питанию. Листовое питание работает, но все-таки погода очень сильно повлияла на урожайность. То есть недостаточно осадков, влаги. И как пшеницы, как винограду, как техническим культурам, это все подтвердилось в этом году. То есть были достаточно экстремальные засушливые условия по всему краю. Что хочу сказать, подписывайтесь на канал, если вам был этот ролик интересен, пишите комментарии. До скорой встречи, всем пока!